Всем привет, я Диана, вы на моем канале Knit.ru, и сегодня я расскажу все основные обозначения, термины и столбики в вязании крючком. Видео подойдет тем, кто только начинает вязать с нуля, или вообще, если вы хотите разобраться, как начать вязать крючком, то это видео для вас. Начнем мы с того, что основа вообще, в принципе, любого вязания – это воздушная петля. Всегда начинаем любое вязание крючком, это мы с цепочки из воздушных петель. Мы берем нашу пряжу, ниточку, одеваем на пальчик. Заводим крючок под пряжу, делаем поворот вокруг своей оси, после чего делаем накид на крючок и вот этой ниточкой мы выводим через нашу петельку и делаем узелок. Тем самым у нас получилась первая петелька. С этого мы начинаем наше вязание. После этого у нас всегда должна ниточка быть на пальце. Мы делаем накид снова нашей ниточкой, которая находится на пальце, на крючок. И этой же ниточкой выводим через нашу петельку. И у нас получилась первая воздушная петля. Петля на крючке, делаем накид на крючок и выводим через петельку. У нас получилась вторая воздушная петля. Накид и продеваем. Третья воздушная петля. И то есть вот вы зашли на какой-то туториал, например, мой или какой вы хотите. И первое, что вы услышите в любом вязании, это набираем цепочку из, к примеру, 15 воздушных петель и 45 воздушных петель. То есть по такому принципу мы должны набрать цепочку. Давайте сейчас наберем вместе 15 воздушных петель. 3 мы уже набрали и наберем еще 12. И у нас получилась цепочка из воздушных петель. Следующее наше обозначение – это столбик без накида. Это базовый элемент в большинствах схемах. И мы начинаем всегда второй ряд вязания после воздушных петель не в первую петельку от крючка, а во вторую, так как наша первая петелька является петелькой подъема. Всегда во вторую петельку от крючка мы начинаем наш второй ряд. И сейчас я вам покажу, как вяжется столбик без накида. Мы заводим крючок в эту петельку, подхватываем ниточку, выводя через петельку. У нас получилось 2 петельки на крючке. Делаем снова накид на крючок и продеваем через 2 петельки. То есть как мы продевали в первом случае через одну петельку, сейчас мы продеваем через 2. Снова вставляем крючок в следующую петельку. Вот они у нас хорошо видны. Вот наша следующая петелька. Вставляем крючок, подхватываем ниточку и выводим. У нас 2 петельки на крючке. Делаем снова накид и провязываем через 2 петельки. Тем самым у нас получился столбик без накида. Давайте провяжем весь второй ряд столбиком без накида.
И также будьте внимательны. Можно хорошо запутаться, вот когда мы провязали, как найти следующую петельку. То есть многие могут зайти снова вот в эту петельку, так как она у нас так хорошо, знаете, виднеется, но мы должны просмотреть, что в этой петле у нас уже есть столбик, то есть сюда мы уже не можем вязать. Мы вяжем в следующую свободную. Итак, мы провязали второй ряд полностью столбиком без накида. И если мы третий ряд, то есть если наше основное вязание является столбиком без накида, то мы, чтобы перейти на третий ряд, должны сделать одну воздушную петлю. Это петля подъема. Повернуть наше вязание. То есть вот мы вязали вот так. Мы делаем одну петельку подъема и поворачиваем вязание. И теперь вяжем все то же самое, только смотрите, у нас теперь цепочки сверху мы должны вязать в бочок ихний. Вот здесь у нас есть наше отверстие. Заводим крючок, вытаскиваем и провязываем. Это у нас также столбик без накида. Чтобы перейти на другой ряд и провязать столбик без накида, мы должны сделать одну воздушную петлю подъема. Следующий столбик, к которому мы переходим, это полустолбик с накидом. Чтобы начать вязать нам полустолбик с накидом, мы делаем также одну воздушную петлю подъема. Поворачиваем наше вязание и сейчас смотрим внимательно, как вяжется полустолбик с накидом. Мы делаем накид на крючок. То есть вот у нас так мы вяжем, мы делаем накид на крючок, вставляем в нашу петельку, подхватываем ниточку, выводим. И у нас сейчас 3 петельки на крючке. Мы делаем еще один накид на крючок и проводим вот этой ниточкой через все 3 петли на крючке. Тем самым у нас получился полустолбик с накидом. Еще раз делаем вот так накид, находим следующую петельку, заводим крючок, подхватываем ниточку, выводим через петельку. У нас 3 петли на крючке. Делаем снова накид на крючок и провязываем через все 3 петельки на крючке. Следующий ряд у нас будет столбик с одним накидом. Чтобы провязать столбик с одним накидом, мы должны сделать 2 воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание. И теперь мы делаем практически все то же самое, как в полустолбике с накидом, но немного отличается. Мы делаем снова накид на крючок, находим петельку, заводим, выводим ей
и у нас 3 петельки на крючке. Если в случае с полустолбиком с накидом мы делали накид и провязывали через все 3 петельки, то со столбиком с накидом мы должны сделать немножко по-другому. Мы должны сделать накид и провязать только 2 петельки на крючке. Затем у нас остается 2 петли на крючке, мы делаем снова накид и провязываем все 2 петли. Еще раз. Накид, заводим крючок, выводим ниточку и провязываем 2 петельки на крючке. То есть мы делаем еще раз накид и провязываем 2 петельки. После чего делаем накид и провязываем наши 2 оставшиеся петельки. Тем самым у нас получается столбик с накидом. Провязали столбик с одним накидом. Следующий ряд мы вяжем столбик с 2 накидами. Делается он по такому же принципу, как столбик с одним накидом, но мы делаем 2 накида на крючке. Сейчас я вам покажу. Для того, чтобы начать нам вязать столбик с 2 накидами, мы должны сделать 3 петли подъема. Потому что это уже у нас достаточно высокий столбик. Итак, все то же самое, как столбиком с накидом, но мы делаем не один накид на крючок, а целых 2. То есть изначально перед тем, как вставить нам крючок в петельку, у нас на крючке должно оказаться 3 петли. Вставляем крючок в петельку, выводим. У нас целых 4 петли на крючке. Делаем накид и провязываем 2 петельки. После чего делаем снова накид и провязываем снова 2 петельки. Делаем еще раз накид и провязываем еще 2 петельки. И у нас получился достаточно высокий ряд. Это у нас ряд столбик с 2 накидами. Еще раз показываю. Делаем 2 накида на крючок. Заводим, вытаскиваем и провязываем сначала 2 петли на крючке, затем еще 2 и еще 2. И повторяем все то же самое. Итак, в следующем ряду я покажу вам, как делать прибавку. Прибавка — это 2 одинаковых столбика в одну петлю. Прибавку мы используем для того, чтобы расширить наше полотно. Если, к примеру, мы вяжем свитер, то сверху у нас свитер всегда уже, то есть от шеи идет он узкий, и потом он должен расширяться. И вот как мы должны сделать это расширение? Мы его делаем с помощью прибавок. Следующий ряд я вам предлагаю провязать столбиком без накида, чтобы вам было проще показать, что такое прибавка. Мы можем ее делать в любом ряду, то есть столбиком без накида, столбиком с накидом, полустолбиком с накидом. Это не имеет никакого значения. Начинаем следующий ряд столбиком без накида, и мы делаем одну воздушную петлю.
провязываем первые, давайте, 3 петельки обычные столбики без накида. И в 4-ю петлю мы будем делать прибавку. Находим 4-ю петельку, провязываем столбик без накида. И снова в эту же петлю мы провязываем еще один столбик без накида. Тем самым у нас в 4-й петле оказалось 2 столбика без накида. Тем самым мы сделали прибавку. Точно так же мы можем сделать, если мы вяжем, к примеру, как я уже сказала, полустолбик с накидом или столбик с накидом. Мы можем в одну петлю сделать просто 2 столбика. В каком-то вязании нужно будет сделать 3 столбика, 4 столбика. То есть это вы смотрите уже по своему туториалу. Я показываю вам просто принцип вязания. Снова делаем 3 столбика без накида. И в 4-й провязываем снова прибавку. То есть в одну петлю 2 столбика без накида. Тем самым у нас увеличивается наше полотно. Снова 3 столбика без накида. И в 4-ю прибавку. По такому же принципу мы можем сделать и убавку. К примеру, если мы вяжем платье, вот у нас идет грудь, да, грудь у нас вот примерно такого размера. И когда мы доходим до талии, то нам нужно, чтобы наше полотно уменьшилось. Как сделать так, чтобы не шло у нас просто прямоугольником, да, а чтобы полотно у нас уменьшалось. Для этого мы используем убавку. Как вяжется убавка? Убавку мы также будем провязывать столбиком без накида, но вы можете вязать совершенно любым столбиком. Делаем одну воздушную петлю, провязываем 3 петли столбиком без накида. И в 4-ю, в 5-ю мы будем делать убавку. Как делается убавка? Мы вставляем крючок, выводим. И в обычном столбиком без накида мы делаем накид и провязываем 2 петли. Но в убавке мы должны сделать снова, завести крючок уже в 5-ю петельку, вывести и провязать, сделать накид и провязать все 3 петельки на крючке. Еще раз показываю. Заводим крючок в нашу петельку, выводим и заводим в следующую петельку, снова выводим, делаем накид и провязываем все 3 петли. Тем самым мы соединили наши 2 петли в одну. И в следующем ряду, соответственно, у нас уже будет меньше петелек, так как мы соединили 2 в одну. Тем самым у нас получится убавка. Давайте провяжем весь наш следующий ряд только убавками. У нас есть еще одно часто используемое обозначение, это соединительный столбик. И смотрите, вводим крючок в нашу петельку, выводим, и этой же петелькой, которой мы сейчас вышли, мы провязываем нашу петлю на крючке. То есть мы не делаем никакой ни накид, ничего. Мы той петелькой, которую мы завели, этой же петелькой мы вывели. Тем самым у нас получился соединительный столбик. Еще раз заводим крючок, подхватываем петельку и ей же
выводим. И мы провязали соединительный столбик. Я показала вам основные обозначения, которые используются в вязании крючком. Смотрите также мои мастер-классы, в них я рассказываю достаточно подробно, как и что вязать. С вами была Диана, подписывайтесь на мой канал и всем пока!